Омск-Шина. Местные вот такую байду пьют, какой-то энергетический напиток. Комеди, Energy Red. Алкоголис, газ, лагном, ничего не понять. Короче, велик не сперли. Не сперли велик. А что его переть? Кому он нужен? Это ж всемирно известный велосипед. Ну это ж грех такой велосипед переть. Вот. Ветер дует, подсушивает. Обещали вообще солнце безоблачно, но я что-то смотрю, опять сейчас под дождем ехать. Я думал, курорт будет по прогнозам неделю. Ни хрена. Ну вот такое место. Я уж не знаю, это бывший карьер или что. Ведь вода съедобная, вон она чистенькая, прозрачная. Вон там берег прикольный, высокий. Я в темноте уже видел вчера там вот такую полосу, но не поехал. Лениво уже было. Какая разница, мне надо уже ночевать было. Вот такой камыш. Буду с этого озера сейчас для чая и каши воду брать. И двину. Куплю водички, может, 1,5 в пятерочке. Подумал, не буду ничего закупать здесь. В ладейном поле Волонце куплю. Фиглями тащить туда, правильно? Что-то я понял, что надо, конечно, облегчать снарягу. 15 кг баул вчера тащил еще спереди, под рамой. Это пипец ногам просто тянуть все это. Кенда Квест тащит покрышка, ничего пока не сдулось. Впереди тоже нормально. Но надо, конечно, полегче покрышки, чтобы пободрее. По шоссе, тем более. Если еще по грунтам, там 50 км в день, пофиг, что ты везешь. А если ты делаешь 40 в день, надо, конечно, облегчать все это дело, чтобы экономить силы, потому что, невозможно так будет ехать. Даже 5 дней, тяжеловато. Не говоря уже там о месяце в Крым, да, например. Так, вытащил еду, уже сейчас буду шевелиться. Наверное, не буду костер делать лениво. Башка болит. Я вчера не спал толком. Часа в 3, наверное, прилег, в 5 проснулся, чтобы пораньше выехать, в городе. Сейчас тоже в 3 заснул, сейчас 8. Ерундовое дело, короче. Когда нет сна нормального. Ой. Ну ладно, что, расхаживаюсь. Вон, кстати, жердочка, видите, сделана кем-то. То есть можно оттуда вот навес делать такой от дождя и тут тусить, в принципе, адекватно. Там у местных кустах припрятано что-то вкусненькое. Что-то я видел. Вот растет съедобный гриб. Такой приятный. А вон там что-то есть. Лодка или камера. Да, это, возможно, камера, чтобы плавать, что ли. Какие-то банки там. Да, наверное, это камера вот типа от этого колеса, что ли. Такие дела. Может, сейчас прогуляюсь еще вокруг озера. Но не уверен. Не уверен, что надо это делать. Озеро и озеро. Что я там не видел? Красивый берег, да, приятно. После шоссе такой берег увидеть. Здесь куча мест еще. Людей вроде не слышал. Какой-то зверек ночью копошился, там часа 5-6. Отпугивал его, по палатке шуршал, ножом в каску бил. Приятно, да, вон там, смотрите. Да, вон на том берегу можно было бы стать высоком. Вода чистая, классно. Короче, не удержался, я все равно костер сделал. Нельзя терять скиллы, надо делать костер. Сбегал за берестой, хворосту. Все греется. Газ это от лукавого. Так, это самое. Давайте за шершня вам расскажу, что тут изменилось сегодня. Версия 2.5. Короче, первым делом я убрал стыд и поставил SRAM. Заколебал меня этот микрошифт. В принципе, пашет, но вот я SRAM поставил и балдею, как он работает четенько. Нету вот этого теребонькания лапкой. Просто еду, кайфую. SRAM X5. Тросик длинный, не потому что лениво откусить, потому что этот тросик рассчитан был для МТБ вообще, и также он здесь работал хорошо. Вот здесь обжимался под конец, потому что на руле палки, да, у нас вынос-то, то есть руль-то стоит не здесь вот, а вот здесь вот. То есть тут там длиннее рубашка, дальше смещено, понимаете, да, длиннее нужен трос. Не стал обрезать, потом если на палку вернусь, то просто все будет окей.
Так, дальше. Что мы тут еще делали? По багажнику. Да, что-то я по багажнику... Вот, обвязал тут чем-то вспененным изолентой, потому что что-то у меня баул здесь поджирает, и алюминий там снашивается. Баул этот слегка уже, чем надо. 70-литровый так вот не терся. Понимаете, да? Или багажник слишком широкий, хер его знает. Ну, давайте, что еще сказать? Доработал крепление этих флягодержателей. Более адекватным сделал. Магнитик перенес пониже, был здесь, потому что магнитик ВДО, то есть компьютер. Самое же интересное, я же заменил каретку. Я снял старую каретку, ее клинило прям. И вот накат улучшился, настолько хорошо улучшился накат, что я вчера 130 проехал за сутки, да. То есть теперь у меня новая каретка еще. То есть, видите, грубо говоря, прокачал трансмиссию. И цепь здесь более-менее живая. Износ меньше, чем 0,5%. И она хреново ей с этими уже подкушенными звездами, видимо. Ну, звуки мне не нравятся из кассеты. Вот идут такой шелест, иногда хруст на некоторых звездах. Что еще? Втулки крутятся, едут. Я вынес камеру из... Она у меня вот здесь ехала, видите, объем большой. Сюда прикрепил. Посмотрел это у опытных туристов. Опытные туристы не заворачивают даже камеру во что-то, они просто так ее вешают. Но я думаю, заверну. Ну, просто в мешочек, потому что могут комары покусать, камушки с дороги попасть, пробить ее. Когда через бурелом ползешь, там веткой можно задеть. Люди прям рвут баул ветками. А что, камера тоже может проткнуться. Пускай хотя бы так. Так, тут все фурычит, покрышки нормально. Что еще? Наверное, и все. Вот баульчик маленький, 50 литров, видите. Там у меня котелок, тут газ. И забитый едой немножко, вот и все. Здесь, видите, вот совсем небольшой отсек, он, по-моему, 10-12 сантиметров. Спальник даже с трудом влазит сюда. Вот я взад ложу спальник, вот так вот. А здесь гимбл лежит, ну, длинная такая хреновина. Чтобы спальник с гимблом подружились, вот я спальник вот так вот сжимаю 3 стропами, потому что обычный этот самый компрессионный мешок, он сжимает спальник, ну, вот так вот. А мне надо, чтобы он вот так сжался. Надо другой компрессионник конструировать, ну, или вот 3 стропами, все, он уже процентов на 30 уже, и нормально здесь живет, вот там вот, вон, видите, а здесь еще место остается. Такая вот находка для шпиона. Ладно, надо собираться, делать чай, варить кофе. Макарошки с тушенкой поем. И чаю надо забубенить в термос. Или не бубенить, это плюс лишние 500 грамм. Да не, наверное, надо забубенить. Будет веселее ехать. Ну, я жду, не начинаю ехать, пока голова не пройдет. Сейчас еще поем и таблетку выпью. Не могу. Ну и надо упражнения поделать, чтобы сосуды разошлись, там что там где-то пережало. В переносе чувствую слегка, ну, спазмы, что ли, так, от холода, там, от сырого воздуха. Вчера продышался. Надо массажик поделать. Ладно, пошел делать массажик. Блин, поленился вчера засунуть газеты в эти кроссовки. Вот я в них ехал, да. Короче, мокро там внутри. И вот эта прослойка мокрая. Сейчас вот у костра здесь такое тепловое поле. Газеты запихал. Сейчас быстро вода высосется, я думаю. В кедах мне ногам приятнее. Там прям так уже все эргономично. Кеды хорошо адаптированы к ноге. Может, в них покручу немножко, наверное. Макароши с белковыми пищевыми волокнами. Такие дела, да. Что-то вроде таблетка действует, голова проходит. Сейчас поедем, помчимся. В Волонец. Интересно, что за городок. Так, ну что, я собрался. Время почти 11. Я тут стоял, посуду мыл. Смотрите, какие культяпки, видите, треугольнички. Это же следы. Следы в воде какой-то птицы, что ли. Птеродактиль какой-то тут купался. Типа аиста, что ли. Ну, это что, тут большие следы, потому что здесь человеческие следы. Вот какой-то зверек ходил. Реально какой-то птеродактиль плавал. Ладно, все, собрался. Вот видите, после меня пустота. Вот, шершня давай чекнем. Сейчас поеду налегке до Олонца, не знаю, здесь 50-60 километров. Спереди, видите, 2 литра. Пустые банки. Тут просто палатка, сразу рассказываю, что весит. 2 килограмма палатка. Облегчил ее, не брав колышки, веревочки.
Коврик грамм 700 весит, по-моему. Со стропами. Стропы здесь 3 стропы, они нужны. Ну, грамм они еще 150 эти стропы. Здесь вот у меня 800 грамм воды осталось вчерашней с родника. Будем ее допивать. Еще у меня есть пол-литра чая. В термосе чай везу вот здесь вот. То есть термос 300 грамм, чай 500 грамм, да? Вот так выглядит мой баулинг-пак прокачанный. В общем, обязательно одеваю на шоссе вот эти штучки отражающие. Сейчас здесь у меня, например, там клеенка едет, и в ней 2 туфли завернутые. Ну вот, решил их сейчас не ехать. Такие они себе, ну, не очень эргономичные, пока не разносились. Здесь у меня штаны вторые, наверное, зря взял. Здесь у меня куртка. Сейчас еду просто вот в термобелье и футболке. И мне жарко уже, блин, сейчас как ехать, не знаю, буду. Там внутри, в бауле, еще есть декатлоновские штаны от дождя и дождевик, собственно. Газ, горелка, там здесь вот сахар лежит, чай, какие-то шмотки. Там лежит котелок, остатки еды здесь. Тут спальник и, собственно, все. Видите, хабара как бы немного. Здесь куча мелочевки всякой. Аптечка, там, повербанк, проводочки, какие-то снеки сейчас будем перекусывать. Ну, хватает что взять. А еще же вон подседельная сумка, ой, подрамная. Тут, блин, это, килограмма 2 инструментов с цепью. Цепь тоже еще, вот здесь едет цепь. Здесь еще персик, 2 перчатки строительных. Ну, там все инструменты, нож, пила, для велосипеда, мультитул есть с пассатижем, если что, да. Кусочки проволоки, там всякие выжимки. Камера здесь едет. Ну, такой вот расклад. 2 компьютера. Шлем сейчас одену, и вот гимбал, видите, как страдают хобо-туристы, которые вот хотят снимать видосики, да, у которых нет денег на GoPro со стабилизацией, вот им приходится гимбал возить. Вот, сейчас поеду, а так он у меня, видите, тяжело его транспортировать, там моторчики надо не повредить. Здесь он тоже у меня ехал, вот здесь вот. Вроде выживает. Ну, такая раскладка. Сейчас поеду побыстрее, потому что, ну, что, я съел тушенку, у меня всего одна консерва была, съел пакетик гречки, порцию макарон съел, хлебушков, 2 булки съел, там что-то 2 банана съел. 30 августа сегодня, понедельник. Все, тучки разветрилось, смотрите, приятненько, тепло, даже прям загорать можно. Сейчас буду страдать, ехать. Ну, опять еду, вот смотрите, в чем. В этих штанах, в принципе, они прикольные, они очень тонкие, легкие, непродуваемые. Правда, жопа в них намокает. Вот, видите, после праздника горы пластика. Кто-то купил, притащил сюда, наверняка на машине. Целый ящик пива. Выбухал, ну тут так и оставил, ну а чё. Это было включение из утреннего лагеря. Много времени занимают сборы, надо все это распихать туда-сюда, готовка, сборка палатки. Но оно того стоит. Сейчас я спокойно с ветерком поеду. Думаю, часам к 8 буду на лагере. Желательно пораньше, конечно. Ну, придется останавливаться, везде все подснимать, понимаете. Там в Олонце, наверное, есть на что посмотреть. Там какие-то мостики есть через речку, такие подвесные, красивые. Что-нибудь пофоткаем. Йоу. У вас тут целая банда.